Приветствую на канале «Начни вязать». Меня зовут Татьяна. Это канал с уроками по вязанию спицами и крючком. Здесь много полезных мастер-классов. Обязательно присоединяйтесь. Начинаем подготовку к Новому году. Свяжем плюшевый шарик на елку. Вариант мягкой игрушки. Такой можно дать детям. Ничего с ней не случится, они ее не разобьют. Можно украсить елку, сделать какое-то декоративное украшение для дома. В общем, плюшевая пряжа очень мягкая, приятная. Получится очень мило. И для этого можно использовать разные остатки, потому что ниток много нам не понадобится. Что нам будет нужно с вами? Плюшевая пряжа. Я подпишу название, точно не помню, у меня нет этикетки уже от нее. 2 крючка. Крючком номер 5 я буду вязать. Крючком поменьше любого размера я буду заправлять хвостики. Дальше понадобится очень тонкий крючок. Скорее всего, у меня это будет крючок номер 0,75. Либо бусина довольно крупная с большой дырочкой, либо вот такие шапочки для бусин или розетки их еще называют, или по-английски называют вот так, и можно найти на Алиэкспрессе под таким названием. В общем, какой-то вариант, или я вам покажу, как это можно использовать. Также понадобится какая-то тоненькая ленточка, ниточка. Я буду использовать вот такой серебристый тоненький шнурок, здесь сантиметров 20, этого будет достаточно, и синтепон для набивки шарика. Начнем вязание с первой петли. Наберем 2 воздушных петли. И теперь в первую петлю провяжем 8 столбиков без накида. Готово 8 столбиков. Соединяем с первым столбиком. Подхватываем 2 ниточки и делаем соединительную петлю. Так, в первом ряду у нас было 8 столбиков. Во втором ряду мы их удваиваем, то есть у нас должно получиться 16. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем 2 столбика. Воздушная петля. Сюда же в основание вводим крючок, вяжем 1 столбик. И сюда же в основание 2. Чтобы не запутаться при вязании плюшевой пряжи, лучше считать. Итак, 1, 2 провязали. Дальше 3, 4, 5, 6. По 2 в каждый столбик предыдущий. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Готово. Первая петля начала ряда. Подхватываем, делаем соединительный столбик. И сейчас у нас будет еще один ряд с прибавками, но мы уже сделаем прибавки через раз. То есть в итоге у нас было 16 и плюс еще 8 у нас будет 24 столбика всего. Делаем воздушную петлю. В первый столбик точно так же сделаем 2. Заводим крючок. 1, 2. В
следующий столбик предыдущего ряда 1 столбик провяжем, то есть 3. В следующий 2, 4, 5 получается. Следующий 1, и это будет 6. Продолжаем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и последний одиночный 24. Все сошлось. Ищем первую петлю, делаем соединение. На этом прибавке мы с вами закончим. И теперь будем просто вязать по кругу 24 петли в каждом ряду и свяжем таких 3 ряда. Первый ряд соединили. Второй ряд. И третий ряд соединили. Вот что у нас получается. Теперь мы будем делать убавки. Первый ряд убавок такой. Сделали воздушную петлю, подхватили 1, в следующую петлю вводим крючок, подхватили 2 и провязали все вместе. 1 убавка. Следующий столбик просто провязываем. То есть убавка через раз получается, через 1 петлю. Следующие 2 петли в одну ввели крючок, вытащили рабочую нить, во вторую ввели крючок, вытащили нить, провязали. 2 убавка. Следующий столбик 1. Дальше снова убавка. 1 подхватили, 2 провязали вместе. Следующий столбик провязали просто. Повторяем так до конца ряда. У нас с вами вместо 24 петель сейчас должно получиться снова 16. Последний столбик будет одиночным. Ищем нашу первую петлю, вот это. Сделали соединение. Готово. В следующем ряду мы снова делаем убавки, и здесь уже мы будем убавки делать каждые 2 петли, провязывая вместе. То есть превращая наши 16 петель, которые есть сейчас, в 8. Воздушная петля подъема. Сюда же ввели крючок, вытянули 1 раз петлю. В следующий столбик вводим крючок, вытянули 2 раз петлю, провязали вместе. Это 1. Следующий точно так же захватили, следующую петлю захватили и провязали. Это 2 столбик. Третий. Четвертый. 5. 6. 7.
И последний 8. После чего ищем наше начало ряда, вот эта петля, в нее соединяем. И вот теперь, когда у нас осталось небольшое отверстие, мы набиваем наш шарик синтепоном. У меня синтепон был такой плоский, поэтому я его хорошенько рву на кусочки небольшие, чтобы он был пообъемнее. И по чуть-чуть набиваю шарик. Набиваем шарик нужной плотности, чтобы он у нас стал кругленький, красивый. Сейчас нам нужно завершить вязание. Возвращаюсь к рабочей нити. И нам нужно убавить последние 8 столбиков, последние 8 петель. Я сделаю это по частям, потому что сразу 8 подхватить тут нереально, и тогда первая петля растянется. Я делаю следующим образом. Эту петлю оставлю. Следующий столбик иду. Ниточку подхватила. Следующий иду. Ниточку подхватила рабочую. 3, да, и 4 тоже столбик захватила вот так. То есть из 8 я подхватила 4. И теперь протягиваю все сразу. Раз. Остается на крючке эта петля. И еще следующие 4 тоже также просто подхватываю. Раз. 2. 3 и 4. И протягиваю сквозь все. Так, вот что у нас получается. Сейчас я обрезаю эту ниточку. Так как плюшевая пряжа очень сыпется с краю, то я не буду ее использовать как вариант ниточки, на которую будет подвешиваться игрушка. Поэтому просто нитку вытягиваю. Тихонечко подтягиваю, чтобы у нас ничего не разбежалось. Возьму крючок чуть поменьше и просто нитку эту спрячу внутрь. Вот таким образом. Верхушкой шарика может быть и это место, и это, как вам понравится. Что можно дальше сделать? Я бы взяла вот такой вот шнурок. Здесь 20 сантиметров у меня. И вот здесь я хочу его сделать. Я, подхватывая половиночку столбика здесь и половиночку столбика здесь, вот таким образом протяну. Задача спрятать вот эту верхушку. Протянула и здесь завяжу узелочек. Вот таким образом узелочек этот уведу внутрь. Так как у нас пряжа плюшевая объемная, то это сделать будет легко. И теперь я спрячу это место. Что можно сделать? Смотрите, можно использовать вот такие шапочки для бусин. Это фурнитура для бижутерии. Они бывают разных размеров. У меня, к сожалению, слишком больших как-то не нашлось. Есть вот такие. Соответственно, чем шарик больше, тем можно сделать более объемную вот эту бусинку, эту шапочку сверху. Можно вот эту маленько исправить, сделать ее пошире и тоже использовать. Как бы я использовала? Смотрите, я возьму крючок тоненький, продену его сквозь эту шапочку, захвачу шнурок и протяну. Так. И вот таким образом спрячу верхушку, где у нас спряталась нитка. Вот. Можно сделать такой вариант. Можно сделать вариант с бусинкой. У меня есть вот такая красивая бусина. Аналогично крючком захватываю и протягиваю.
И вот такой елочный шар у нас получается. Можно дополнительно, например, сюда еще прицепить какую-нибудь бусинку. В общем, верхушку можно сделать разную. Можно сделать шапочки, можно сделать бусинки. Вот такой елочный шар у нас получился. Вяжется быстро, можно использовать остатки пряжи. Игрушка будет мягкая, безопасная для детей и украсит ваш дом к Новому году. Если видео было полезным и интересным, обязательно оставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео в соцсетях со своими вяжущими друзьями. А мы увидимся скоро в новых новогодних уроках. Всем пока!